Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня я подготовил для вас небольшую нарезку новостей о происходящем вокруг. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с краткого описания момента, в котором мы живем. Слово Андрею Николаевичу Илларионову. Мы видим, какова позиция нынешней администрации по отношению к Европе. Это абсолютно такое противостояние, которое уже сейчас союзническим никто не называет. Я недавно был на одной крупной конференции с участием большого количества людей из Соединенных Штатов, из Европы, из Канады, из других стран. И ни один участник этой конференции, которые обсуждали нынешнюю ситуацию, больше не называет отношения между Европой и Соединенными Штатами союзническими. Общим местом стало, что НАТО в том виде, в каком она существовала последние 80 лет, прекратила существовать, почти 80 лет, с 1949 года. И реакция многих европейских государств является неизбежной. Понятно, что мы оказались... В смысле, европейцы говорят, мы оказались в абсолютно новой ситуации, когда о своей безопасности, которой раньше мы думали совместно с Соединенными Штатами, теперь мы должны думать и решать самостоятельно. Причем в этих условиях непонятно, кем являются Соединенные Штаты. Становятся ли они просто нейтральным участником, либо он становится противником. Особенно учитывая, например, регулярно повторяемые агрессивные заявления в адрес Гренландии. И, собственно, датчане, а за ними не только датчане, обсуждают вопрос, а как должна действовать Дания и как должны действовать другие члены НАТО в случае агрессии против части территории страны НАТО в отношении Гренландии. Потому что в таком случае, строго говоря, открывается возможность работы 5-й статьи Устава НАТО. И тогда другие члены НАТО должны помочь жертве агрессии. В данном случае этой жертвой агрессии является Дания, поскольку Гренландия, хотя является автономным образованием, с высокой степенью автономии, но это еще в международном праве является частью Дании. И любые агрессивные действия против Гренландии являются агрессией против Дании. Люди уже откровенно, прямым текстом обсуждают вопросы агрессии одной страны НАТО против другой страны НАТО. Как в этом случае страны должны действовать? Канадцы, те находятся в ужасе, потому что они обсуждают вопрос о том, как им нужно действовать в том случае, если начнется агрессия с юга. Представить себе, что такого рода вообще дискуссии могли происходить, не говоря о том, что такие мысли возникать, но это невозможно было себе представить. Да, это новая реальность. Итак, нас ждут большие перемены и, к сожалению, не в лучшую сторону. Придется затянуть пояса и тянуть военную лямку. Финляндии придется повысить оборонные расходы до уровня, который был в 1930-х годах перед Второй мировой войной. Тогда оборонные расходы страны превышали 3%, составляли от 3 до 4% ВВП. И только во время войны этот показатель был выше. В 2025 году оборонный бюджет Финляндии составляет 6,5 миллиардов евро. Это около 2,5% ВВП. В будущем речь может идти уже о цифрах более 3% ВВП. Хотя официальных данных о дальнейшем росте оборонного бюджета пока нет, Финляндия внимательно следит за рекомендациями НАТО, которые будут вновь обсуждаться этим летом. Если повысить оборонные расходы на 1% ВВП, это составит 2,9 миллиарда евро. Чтобы проще представить масштаб цифр, сравним рост расходов с другими статьями бюджета. Например, вся система студенческих пособий Финляндии в этом году стоит около 1 миллиарда евро. Это всего лишь треть от возможного увеличения оборонных расходов. Возникает вопрос: в Финляндии оружие или социальное благополучие? Историки считают, что эти вещи не противопоставляются. Например, в 1980-х годах Швеция тратила 2,5% ВВП на оборону, Норвегия почти 3%, и это не мешало им оставаться государствами
всеобщего благосостояния. На вопрос, где брать деньги на оборону, примерно 31% финнов предлагает сократить другие расходы, 32% предлагает увеличить налоги. Экономисты уверены, что ни то, ни другое недостаточно. Необходим новый госдолг, иначе это навредит экономическому росту. Профессор Яри Ранта добавляет, исторически государства, готовящиеся к войне, всегда брали в долг, а граждане должны проявлять фискальный патриотизм. Дополнительная надежда ЕС. Брюссель рассматривает новый пакет оборонного финансирования в 150 миллиардов евро. Причем премьер-министр Испании Педро Санчес предложил, чтобы деньги выдавались в виде грантов, а не кредитов, и шли в первую очередь странам Балтии и Скандинавии. В конечном счете, несмотря на внутренние политические разногласия, угрозы объединяют финнов. Это показало их быстрый поворот в сторону НАТО после начала войны на Украине. Однако, по мнению историка Юши Ялунина, правительство не использует этот национальный консенсус для объединения общества, а наоборот, усиливает расколы. Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Финляндия заключила контракт на покупку 64 американских истребителей F-35. А в случае кризиса США могут их просто отключить. Контракт подписан еще в 2021 году, и расторгнуть его невозможно. Трамп непредсказуем, и никакие варианты не исключаются. Европа находится в большой зависимости от американцев. Однако Трамп забыл или не знает, что эта зависимость обоюдная. Если европейцы перестанут покупать американские истребители, это станет огромной проблемой и для США. Американская военная индустрия в значительной степени опирается на заказы союзников, особенно из Европы. Европейские страны уже заказали сотни истребителей F-35. И, что важно, этот истребитель – продукт международного сотрудничества. В нем используются ключевые европейские технологии – британские, итальянские, датские, норвежские. Без них F-35 просто не полетит. Например, итальянцы поставляют крылья, британцы – систему вертикальной посадки. Сейчас разработчик F-35 Lockheed Martin серьезно обеспокоен политикой администрации Трампа, которая демонстрирует недружелюбные отношения к европейским союзникам. В самой военной индустрии США опасаются не только падения продаж, но и возможных ответных мер со стороны Европы. Ведь F-35 – это не просто истребитель, это самый передовой стелс-истребитель с дальним радиусом действия. Он малозаметен для радаров, но сам эффективно обнаруживает и подавляет противника. Это был самый дорогой проект в истории американской оборонной промышленности. И теперь главный источник доходов компании Lockheed Martin. Потеря заказов станет для них серьезным ударом. На данный момент F-35 уже стоит на вооружении 19 союзников США, включая Данию и Норвегию. Поэтому заявления Трампа вызывают тревогу. Даже если у F-35 нет кнопки отключения, без американской поддержки его эксплуатация практически невозможна. Но, напоминают эксперты еще раз, зависимость в этой сделке не односторонняя. Европа вложила в F-35 критически важные технологии. Если трансатлантическое сотрудничество в военной сфере рухнет, проиграют обе стороны. В выигрыше будет Путин. Ну, от глобальных проблем перейдем к нашим мелким проблемам. Опять об отмене налога на наследство. Налог на наследство, перинтовер, предлагают заменить на налог на прирост капитала, ловутушвойтуверу. Обрадовались? А вот и зря. В отчете рабочей группы под руководством Ристо Мурро указывается, что такая замена потребует изменений в налогообложении дохода от продажи собственного жилья. Сейчас в Финляндии прибыль от продажи собственного жилья, квартиры или дома не облагается налогом, если человек прожил в нем более 2 лет. Если же это правило изменят и введут налог на прирост капитала при продаже жилья,
то эта налоговая льгота исчезнет. Одним движением руки и элегантные брюки превращаются в шорты. А обычным гражданам отмена налога может выйти боком. Финансовые эксперты предупреждают, что такой шаг может радикально изменить ситуацию на рынке жилья и сделать налоги менее справедливыми для обычных граждан. Для нас с вами, друзья. Граждане, понаехавшие, умеют подсуетиться и нашли способ, как получить лицензию таксиста в Финляндии, даже если по-фински не белемесса. Товарищи, свободно говорящие на финском языке, сдавали экзамены вместо тех, кто не знает языка. Власти подозревают, что получившие лицензию водители заплатили за сдачу экзамена сотни или даже тысячи евро. Ну да, хочешь заработать? Дай заработать товарищу. В ходе проверок дорожной полиции Хельсинки в начале года было выявлено несколько случаев, когда таксист не знал ни слова по-фински. Поэтому нечего удивляться, если вас завезли не туда, куда надо, и оплату требуют не ту, о которой договорились. «Эн юмора!» Такси не сходят со страниц газет. Недоброй памяти госпожа Бернер сумела так улучшить сферу такси в Финляндии, что устранить хаос пока никак не получается. Правительство планирует ужесточить регулирование рынка такси, и это вызывает споры. Министерство транспорта предлагает обязать все такси устанавливать таксометры и желтые или оранжевые номера, а также обязать водителей проходить курс обучения длиной всего лишь 21 час. Цифровые сервисы, такие как Bolt, Uber, выступают против. Зачем таксометры, которые стоят до 2000 евро, если все данные уже фиксируются в приложении? Таксомоторные компании говорят, что реальная стоимость таксометров около 1000 евро, и этот расход не критичен. Таксометр, в конце концов, можно и арендовать за 90 евро в месяц. Правительство хочет восстановить доверие граждан к рынку такси, улучшить финансовый контроль и доступность такси за пределами города. Ведь есть еще и нелегальные такси, работающие без заказов через приложение. Водитель назначает произвольные цены за поездку, даже если предварительный тариф указан и обговорен. Bolt предлагает бороться с нелегальными водителями по шведской модели, создать базу данных лицензий таксистов, которые будут доступны всем сервисам. Тогда нелегалов можно будет отключать сразу. Также они считают, что обучение водителей, отмененное в 2018 году, не нужно, так как все используют навигаторы. Ну, если, конечно, они умеют ими пользоваться. За последние 3 года рынок изменился. 2/3 поездок Хельсинки происходят через приложения, такие как Bolt, Uber и такси Хельсинки. При этом традиционные такси имеют преимущество по социальным поездкам от Кела и Соте, где цифровые сервисы не работают. Сторонники ужесточения правил говорят, что новые нормы помогут защитить традиционных таксистов. Bolt же утверждает, что их аудитория – молодые, технологически подкованные пользователи, и они не конкурируют напрямую с классическими такси. Хорошая новость от Евросоюза. Вводится цифровой формат водительского удостоверения, которое можно будет загружать на мобильные устройства. Но, как все в ЕС, дело неспешное. На переход к цифровому водительскому удостоверению отвели 5,5 лет. В будущем можно будет отказаться от пластиковых водительских прав, хотя по желанию ими можно будет продолжить пользоваться. В Финляндии, кстати, водительские права, выданные после 2013 года, действуют 15 лет, а более старые права остаются действительными до 2033 года. Водители старше 70 лет должны предоставить медицинскую справку при продлении прав. Министерство здравоохранения и соцобеспечения Финляндии СТМ направило инструкцию регионам и напомнила, что если пациент оставил запрос на обратный звонок в поликлинику в рабочее время, ему должны ответить в тот же день, даже если запрос поступил в конце рабочего дня. В некоторых случаях, например, для решения вопросов по текущему лечению, ответ в тот же день
не обязателен. Заместитель омбудсмена считает недопустимым, что пациенту звонят лишь один раз. А министерство парирует, что многократные попытки дозвониться могут излишне нагружать систему. Министерство считает, что пациенту нужно дать знать хотя бы о неудачной попытке дозвона и о том, что повторного звонка не будет. В общем, теоретически пациенты должны иметь возможность связаться с поликлиникой в будни и получить оценку своей ситуации в тот же день, даже при обращении в конце рабочего дня. Но пока теория и практика сильно расходятся. Не так давно была статья, как в Финляндии какой-то пьяный в электричке вел себя развязно и угрожающе, приставал к женщине с 2 малолетними детьми и даже грудному ребенку выкрикивал какие-то мерзости. Никто из пассажиров не поспешил вмешаться. В этом отношении в Испании гораздо проще. В поезде здесь всегда есть охранник. Но сегодня я расскажу о происшествии в электричке в Финляндии, закончившееся благополучно. Жительницу Кирконуми Марью Райсума проводили утром на электричку ее муж и собака Филомена. Марья была на работе, когда друзья прислали ей размещенные на Facebook фотографии собаки, которая самостоятельно ехала на поезде в сторону Хельсинки. Оказалось, эта Филомена улизнула из дома, дошла до станции 1,5 километра и поехала за хозяйкой. В вагоне пассажиры быстро заметили бесхозную пассажирку и безбилетную пассажирку, взяли под опеку. Кто-то дал поводок от своей собаки, другой пожертвовал ремень от брюк, чтобы сделать ошейник. Беглянку передали хозяйке в целости и сохранности. У меня, кстати, собака тоже однажды пустилась в бега. После прогулки мы заходим во двор дома, уже у себя во дворе, и только я отстегнула поводок собаки, как встретилась с глазами с зайцем, сидевшим в нескольких метрах от нас. Заяц нас тоже увидел. И получилась картина типа «Детка за репку». Впереди бежит заяц, за ним бежит моя Ёрочка, следом я с криками дочери, которая была во дворе: «Ай-яй-яй, помогите!». Дочь присоединяется к преследованию. На крики из дома выскакивают остальные чады и домочадцы. Но заяц и собака моментально перебежали лужайку возле дома и скрылись где-то за зданием школы. Ну, нам пришлось возвращаться домой в глубокой печали. А перед домом у нас была огороженная детская площадка, и на качельках там сидит парочка тинейджеров, и на руках у них моя Минерва, веселая и довольная. «Это ваша?» – спрашивает молодежь. «Наша». В общем, заяц благополучно сбежал, собака оббежала круг и направлялась домой. Слава богу, все обошлось. Интересная новость из Австрии. Там приостановили право на воссоединение семей для сирийцев, поскольку, по словам властей, ситуация в Сирии существенно изменилась после свержения Башара Асада. Министр по вопросам миграции Клаудия Плакколм заявила, что страна достигла предела своих возможностей, а успешная интеграция новоприбывших становится все сложнее. По ее словам, даже тем, кто уже получил убежище, требуется огромная помощь по адаптации. Для начала этот запрет будет действовать 6 месяцев, но его могут продлить до мая 2027 года. Популярная рубрика «Преступления и наказания». Гражданин Швеции Анис Хемиси, был приговорен к пожизненному сроку в Великобритании за убийство Фламура Бекири в элитном районе Лондона в 2019 году в ходе разборок между шведскими ОПГ. Пожизненный в Великобритании означает тюремный срок минимум 35 лет, прежде чем появится возможность УДО. А в Швеции он мог бы выйти уже через 18 лет. Кстати, в Финляндии пожизненный в среднем составляет 14,5 лет. Британцы хотели перевести осужденного шведа в Швецию для отбытия наказания, но требовали гарантий, что он останется в тюрьме до 2055 года. Шведское законодательство не позволило дать таких гарантий. В итоге
британские власти отменили перевод заключенного в Швецию. Газета Ilta-Sanomat выяснила гигиенические привычки финнов. 52% респондентов меняют носки ежедневно, 20% раз в 2 дня, 25% Несколько. раз в неделю, а 3% только когда начинают носки пахнуть. По мнению врача Тони Вянни, носки можно носить несколько дней, если они остаются чистыми. Но спортивные носки нужно менять сразу после тренировки. Грязные вещи могут вызывать кожные заболевания, а слишком долго ношенные носки – грибок. С трусами финны поступают строже. Более 70% опрошенных меняют их каждый день, а около 20% раз в несколько дней. Врач считает, что для здоровья не так важно менять их ежедневно. В целом он советует стирать одежду, контактирующую с кожей, каждые 3-5 дней. Гигиена рук тоже важна. 80% людей моют руки после туалета, но только 40% всегда перед едой. Врач напоминает, что руки нужно мыть с мылом, а не просто ополаскивать. Ну и напоследок. Международные разборки случились 8 марта в городе Патонг, Таиланде. Об этом сообщает тайский телеканал Nation TV. Якобы 3 израильтян увязались на улице за 2 финскими туристками. Зашли следом за ними в отель, а затем ворвались в номер и попытались изнасиловать девушек. Мимо проходил россиянин Александр Белинский. Ну, как всегда, мы же русские, нас звать не надо. Если где-то замес, то мы уже там. Это как генетическая программа. Подраться за справедливость. Где мой квас и березовый веник, я в деле. Белинский вмешался, получил по лицу, но отбил девушек. То есть парень зашел в бой против 3, не зная, что у них за подготовка, и выстоял. В результате нападавшие противники скрылись. Александр получил травмы лица. Тайская полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, а финки поехали кататься на слонах. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!